Всем привет! С вами я, как всегда, шеф, а это значит, вы на Ивлев Шеф Channel. Друзья мои, в 2020 году вышло одно из моих удивительных кулинарных шоу «Маша и шеф». Там вместе со своей дочкой Марусей я готовлю много вкусного и простого. Один суп я вспомнил, который готовила мне еще мама, и приготовил в этой программе. Я не знал, что вы мне потом просто разорвете директ в Инстаграме и вообще. Все мне писали о том, что шеф, мы тоже знаем этот суп, но мы забыли рецепт этого супа. Друзья мои, я всегда читаю комментарии, которые вы пишете, и поэтому обязательно и однозначно я для вас сейчас приготовлю этот домашний, очень простой суп. Он нереально вкусный, если его правильно приготовить. Вам понадобятся продукты, которые у вас в левом или в правом углу, либо я вам просто расскажу. Это морковь, картошка, а вот это не на правах рекламы. Реально. Я специально купил этот сырок, специально не стал его разворачивать, для того, чтобы вы понимали, какой нужно купить сыр. Вот он! Этот знаменитый, нереально крутой сырок, из которого получается один из самых вкуснейших супов на этой планете. Поверьте мне, дошик я тоже обожаю. Это безумно очень вкусный суп. Но вот это нереально. Сливочное масло, растительное масло, соль и жековский бульон. На всякий случай, кто не в теме, жековский бульон – это, конечно же, вода. Суп не вегетарианский, само собой, хоть мы и готовим на воде, потому что он делается на основе сырка. А в сырке есть, конечно же, животные жиры, потому что сделано из чего? Правильно, му. Я уверен, что вот с этим возгласом му многие начинают входить на кухню или просыпаться. А вот меня, слава богу, мама приобщила с детства. Есть суп. И у меня 4 главных хита. Борщ, куриная лапша, харчо или вот этот суп. Обожаю его. Дошик. Хотя бывает, честно, дошик очень редко, когда я использую. Детством запахло. Надо попробовать. Как разживись? Ладно, погнали. Морковку мы режем средним ломтиком. Вообще для супа форма нарезка должна быть такая, чтобы было комфортно потом, как говорится, ложку класть себе в рот. Это очень важно, потому что зачастую коллеги бывают, или вы, или еще кто-то, капусту, картошку такими ломтями нарезаете, что я даже удивляюсь. Но это же все-таки не уха или там восточный суп какой-нибудь. Картофан я нарезаю средним кубиком, но опять же, учитывая то, что у меня будет этот суп есть и дети в том числе, поэтому я не нарезаю все здоровущими оковалками. То есть, чтобы вы понимали, картошки должно быть больше. Теперь айда к плите. Наливаю небольшое количество растительного масла. Не жду, когда у меня разогреется. Я не хочу, чтобы это именно прижарилось и было каким-то черным колером. Я хочу слегка это прижарить для того, чтобы картошка и морковь раскрылись. Ввиду того, что готовим на воде, поэтому мы должны воду нашу насытить. Она, конечно, насытится за счет сырка, но все-таки. И, конечно, учитывая то, что это суп заправочный. Что такое заправочный суп? Это значит то, что мы суп заправляем не сметаной и майонезом, солью и перцем, а заправляем продуктами. Поэтому здесь должен быть правильный баланс между жидкостью и гущей, как говорится. Если харчо 50% густоты, 50% бульона, то вот это все-таки должен быть пожиже. Овощей, а точнее клубневых, должно быть 1 к 3. Слегка начинаю прижаривать. А вот теперь пошла машина. Добавили растительного масла немножко. И теперь начинаем прижаривать картофель и морковь до вот этого аромата жареной картошки. А для усиления этого аромата, конечно же, добавлю я еще своего любимого сливочного масла. И вот смотрите, друзья, вот масло уже становится прозрачным. То есть сливочное масло и растительное масло, оно побороло крахмал. И жареной картошкой и сладостью моркови пахнет. Вот результат, который должен быть. Берем сырок. Лучше всего, чтобы сырок потом полностью весь растворился. Вот так вот начинаем закладывать вот такими маленькими кусочками. Буквально полминуты при среднем огне я его прижариваю
И у меня пошел аромат. Теперь я беру кипяток, начинаю его добавлять понемногу, дабы очень хорошо сыр расплавился. Опа, пошла тема. Видите, сыр начинает таять прямо на глазах. Внимание к деталям, стремление к идеалу. И вот когда у вас сыр полностью расплавился, мы заливаем уже всю эту историю кипятком. Сразу же добавляю соль, довожу до кипения. Отлично. Уменьшаю огонь. Не надо, чтобы суп сильно кипел. Мы никуда не спешим с вами. Морковка, картошечка прижаренная. Ой, вообще сладость. Добавили, соответственно, соль. Если вдруг слегка пересолили, не страшно. Не забывайте, у нас же с вами картошка. Она в себя немножко впитает. А если пересолили, то добавьте воды. А если уж ярко пересолили, добавьте молока. Молоко оттянет соль, поверьте мне. Все, теперь варим картошку до готовности. Самое главное не переварить. Ну, это где-то в течение, наверное, 10 минут. Ну, а потом нарубим петрушки и нальем вам чашечку. Картофан мягкий, морковка легкая, сладость. Теперь затаив дыхание. Какое прекрасное, ароматное было у меня советское детство. Ну и, конечно же, немножко Петросяна. Она же петрушка. Друзья мои, вот вам супчик из детства. Самый вкусный. Приятного аппетита и до новых вкусных встреч. Пока-пока.